Вам здрасте. Приехал к купцу на биологической вот такой BID. Со слов хозяина происходит следующее. Машину ставят на зарядку, она заряжается 10, 15, 20 минут, когда как. Выбивает ошибку и не хочу заряжаться. Нужно опять вытащить пистолет, постоять подумать, включаешь и опять 5, 10, 15 минут заряжается. И пропадает зарядка. Сейчас Серега подключает диагностику. Почитаем по диагностике, что она хочет. Чтобы уже знать хотя бы, куда лезть. Так, сделал Серега диагностику BID. И вот смотрите, есть вопросы к этому датчику температуры. Вот 27, 35, 40, вот это она сигает. А минус 38, что это у нас? Тоже какой-то, да? Да. То есть у нас тут два датчика, что-то выделывается. Будем дальше смотреть. Так, аудио почитали, теперь лаунч. Сейчас посмотрим, что здесь. Да, диагностика это большое дело. Температура, да, тут? Конечно, вроде бы в другом блоке выбирали. Мы... Data Stream? Нет, тут... Лучше показывать диагностика. Это в каких ячейках? Первая и 25, да? Да, получается. 18. Вот и... Все, блядь, срань. Ну, теперь надо, наверное, и открывать этот самый. В общем, вопросы к датчикам температуры, только вот непонятно. Если максимальная держится на 25 ячейке, а вот минимальная, точнее, на 25, максимальная что-то прыгает. Я так думаю, вскрытие покажет. Давай тогда выйдем отсюда. Биг 2. Температура. Температура. Окей. Потом еще по модулям смотрим, да? Да. А тут по 25 градусов в плюсе. Угу. Первый, ну то есть во втором бике первая ячейка. Блять, или записать. Ну и вот по BID. Сейчас Сергей разбирает центральную консоль, чтобы добраться до чеки батареи, и будем снимать батарею. Есть вопросы к температурным датчикам, а там уже посмотрим. Отсоединили чеку в салоне. Сейчас поднимаем машину и приступаем к снятию батареи. Итак, подняли BID. Здесь по нашей любимой теме пока неизвестно. Либо грязно, либо обработано. Вообще ничего не вижу. Сейчас хлопцы будут снимать батареи. Но из таких вот мелочей, например, смотрите. Видите, на кузове, на коробах есть специальные такие подставки. Можно лапы ставить, потому что на подъемниках
колеса переобуть, это необходимые вещи. Здесь это продумано. Вообще BYD, я смотрел, там вроде как уже 3-е место в мире занимают по производству и продаже машин. Даже интересно. Ну, вообще, фирма серьезная. Итак, патрубки батареи пережали. Сейчас снимаем хомуты. Так, снимаю батарею. Сейчас идет проверка всех проводов, массы. Ну, вроде ничего нет, и все нормально. Так, подготовили батарею BYD для разборки. Хлопцы ее обмели, ополоснули. Вот посмотрите. Батарея это вся клееная крышка. Крышка сверху пластиковая. И здесь нету ни одного, ни направляющей, ни болтика. Ничего по всему периметру. Все сидит только на герметике. Начинаем скрывать. Вот Валик срезал крышку с BYD батареи. Вот такая вот она. Сейчас будем смотреть, проверять, какой тут датчик температуры выделывается. Диагностировать его и принимать решение. Либо под замену, либо дела у нас в проводке. И вот, кстати, пока эта батарея разобрана, сейчас хлопцы будут заниматься поиском датчика, который выделывается опять-таки. Смотрите. Троечная батарея. Фордовская батарея. Мустанговская батарея. Это все в работе. Вот идет проверка элементов будущей батареи. Будут ее собирать налив. В общем, батарейки дают коксу. Итак, сняли защитную крышку с элемента. Есть допуск к датчикам температуры. Вот они тут расположены. Их тут несколько штук. Сейчас Валик будет все прозванивать. И будем смотреть, какой из них выделывается. Так, подсоединяемся к каждому датчику. Тестер был 18. Теперь надо посравнивать с другими. Ты хочешь выпнуть? Да-да. Ручная работа 17 век. Ну, я ее трогал. Ну да, он набирает. Спиленные, допиленные. Припаяли новый датчик. Сейчас все обработаем. Зальется лаком. Закрепим его. Еще раз проверка батареи. И будем собирать. Датчик поменяли. Защитные крышки поставили на место. Сейчас Валик производит зачистку по всему периметру корпуса батареи. Потом будем зачищать крышку батареи. Все обезжиривать. Сначала накинем батарею к машине, а потом уже будем заклеивать. Кстати, тут смотрите, крышка, она просто заклеена.
Она вся пластиковая. Ни одной, ни направляющей, ни болта, ничего нету. Тоже прикольно будет клеить струбцины, палки, уголки. Да. Ну, раз BYD так решил, там тоже люди работают, то и мы так сделаем.